Почему появляются прыщи, черные точки и угри? И как от них избавиться? Здравствуйте, мои хорошие! Прыщи – заболевание кожи, в основе которого лежит поражение сальных желез и их выводных протоков с вовлечением в процесс волосяных фолликулов. Это поражение кожи еще часто можно встретить под такими названиями, как обыкновенные угри, акне, сиборея. Прыщи делятся на два вида – невоспалительные и воспалительные. К невоспалительным прыщам относятся белая сыпь и черные точки. Внешне они напоминают мелкие и крупные точки с черным или белым окрасом. В основе образования черных точек лежит омертвение клеток кожи и сальных выделений. Белые угри выглядят как вздутость на поверхности кожи с закупоренными протоками сальной железы и белым суженным отверстием. Воспалительные виды прыщей – это гнойные и красные прыщи, которые могут достигать величины до 3 см. Гнойные прыщи – результат деятельности бактерий, которые приводят к образованию гноя. По тяжести заболевания сыпь подразделяют на легкую, среднюю и тяжелую. При легкой степени на лице присутствует небольшое количество розовых прыщиков и гнойных пузырей. Средняя степень характеризуется присутствием еще и красных прыщей. При тяжелой форме заболевания отмечается наличие большого количества воспалений, воспалительных прыщей и гнойников на коже. Обычно прыщи впервые появляются у подростков. В период полового созревания угри беспокоят 100% мальчиков и до 90% девочек. К 25-30 годам количество людей, страдающих от угрей, значительно уменьшается. Но в тяжелых случаях угревая сыпь может беспокоить человека и в зрелом возрасте. К причинам возникновения прыщей относят наследственные особенности строения кожи, нарушение гормонального фона, в том числе колебания уровня женских половых гормонов в течение менструального цикла, неправильное питание, заболевания желудочно-кишечного тракта и печени, стресс, климатические и сезонные факторы, недостаточный уход за кожей и неправильно подобранная косметика. Чаще всего прыщи появляются в области лба, подбородка, висков, крыльев носа, верхней части спины. Наиболее распространенная форма – юношеские угри с черной головкой, под которой находится густой сальный секрет в виде червячка. Основной причиной появления прыщей у подростков является повышение в крови уровня половых гормонов андрогенов. Сальные железы, расположенные рядом с волосяными фолликулами, в ответ на повышение в крови андрогенов вырабатывают больше кожного сала, что приводит к закупорке выводных протоков сальных желез, присоединению инфекции и появлению прыщей. Подростковые прыщи исчезают при должном уходе за кожей, а также при систематическом использовании местных противоугревых средств. Лечение тяжелой формы прыщей осуществляется врачом-дерматологом. У девушек появление прыщей, как правило, возникает перед началом менструации, что связано с повышением в крови уровня прогестерона, женского полового гормона. Прыщи в своем развитии проходят несколько стадий. Сначала на коже образуются небольшие бугорки или неровности, которые представляют собой сальные пробки. Часто кожный жир этих пробок окисляется, образуются черные точки – комедоны. Закупоренная сальной пробкой железа – отличная почва для размножения бактерий. Поэтому прыщи часто воспаляются, краснеют, а в них развивается нагноение. Затем гнойничок разрывается, и кожа избавляется от накопившегося кожного сала и инфекции. Последствием чего могут стать некрасивые расширенные поры и рубцы на коже. Поэтому необходимо обязательно проводить лечение прыщей. Первым шагом при борьбе с прыщами всегда становится обследование. Для установления причин заболевания идем к дерматологу, который может назначить дополнительную консультацию гастроэнтеролога и эндокринолога, чтобы исключить наличие проблем со стороны желудочно-кишечного тракта и эндокринной системы. Для девушек и женщин обязательно консультация гинеколога. Основными принципами лечения прыщей являются правильный уход за проблемной кожей лица, уменьшение активности сальных желез, вырабатывающих кожное сало, лечение антибиотиками в тяжелых случаях при появлении множества гнойных прыщей. Антибиотики применяются ряда тетрациклинов, макролидов. Возможно применение сульфаниламидных средств. Великолепными бактерицидными свойствами также обладают цинк и атомарный кислород.
Именно эти средства обеспечивают эффективность большинства медицинских препаратов для лечения прыщей. Очень важное значение в лечении и профилактике прыщей имеет диета. Если хотите иметь чистую кожу, обязательно скорректируйте свое питание. Избегайте мучных, жирных продуктов, острова, специй, солений, кофе, алкоголя, а также консервантов, красителей и ароматизаторов. Отдавайте предпочтение натуральной пище, овощам, фруктам, кашам, нежирным молочным продуктам. Не следует употреблять очень горячую пищу и перегружать желудок во время еды. Опорожнение кишечника должно быть ежедневным, а при запорах следует пользоваться слабительными, подобранными врачом. Важны общеоздоровительные меры: закаливание организма, занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, морские купания, воздушные и солнечные ванны. Нельзя самостоятельно выдавливать угри. Чистку кожи лица производят в косметическом кабинете с наложением противовоспалительных масок. Не рекомендуется пользоваться при угрях кремами и средствами декоративной косметики, так как они способствуют образованию черных точек. Недопустимо самостоятельно лечить образующиеся на месте черных точек гнойнички, тем более если появились глубокие воспалительные узлы. Следующие советы помогут вам уменьшить проявление прыщей. Не пользуйтесь косметическими средствами, содержащими масла, ланолин и вазелин. Подбирайте косметику в соответствии с вашим типом кожи. Каждое утро рекомендуется умываться прохладной водой, а каждый вечер протирать очищенную кожу специальными растворами для ухода за кожей. Камфорная кислота, 5% ливомицетиновый спирт, салициловая кислота. Небольшое количество раствора наносят на ватный тампон и аккуратно протирают проблемные участки кожи. Зачастую угревая сыпь проявляется при недостатке в организме витаминов группы А и В. Поэтому целесообразно провести курс витаминотерапии. Готовые витаминные комплексы продаются в любой доступной вам аптеке. А также можно насытить организм необходимыми витаминами, употребляя пивные дрожжи, орехи, печень, яйца, отруби, морковь, абрикосы, курагу, рыбу и морскую капусту. В случае установления причины возникновения прыщей для профилактики и предотвращения повторного появления недуга возможно применение рецептов народной медицины. Тут главное подобрать правильное средство. Сок листьев алоэ хорошо помогает при раздражении, воспалении угрей, успокаивает кожу, придает ей более здоровый вид. Перед тем, как приготовить сок, листья алоэ нужно подержать в темном прохладном месте в течение 10 дней. После этого измельчить их и отжать сок. Протирать кожу нужно 2-3 раза в день. Ромашка является самым распространенным народным методом избавления от прыщей. Настой ромашки готовят по следующей схеме. 1 столовую ложку цветков ромашки заливают 1 стаканом кипящей воды и дают остыть. Данный настой используют для очищения жирной проблемной кожи. Маски для лица помогают не только избавиться от прыщей, но и улучшить цвет и состояние кожи. Вызревший огурец натереть на терке и наложить в виде маски на лицо на 15-20 минут. Регулярное применение препятствует появлению прыщей. В качестве косметической маски для выведения угрей хорошо помогает морковный сок, смешанный с яичным желтком или медом в пропорции 1:1. Очень эффективна обработка прыщей хозяйственным мылом. Данная процедура проводится на ночь. Утром мыло удаляется с кожи во время умывания прохладной водой. Кефирная маска хорошо помогает удалять черные точки. Методика ее нанесения очень проста. Следует умыться теплым кефиром и смыть его через 5-7 минут. С глубокой древности маски из глины применяются в борьбе с черными точками. Сначала надо подобрать подходящую для вашей кожи глину. Можно взять белую, которая подходит для проблемной кожи. Глина разводится водой или травяным отваром до консистенции густой сметаны и наносится на лицо на 15-20 минут. Смывается такая маска прохладной водой. Среди средств народной медицины, применяемых внутрь, можно выделить настой листьев крапивы двудомный. Для его приготовления 2 столовые ложки листьев крапивы заливают 400 мл кипятка и настаивают 2 часа. В течение месяца выпивайте по 100 мл настоя крапивы 3 раза в день перед едой.
Настой корня одуванчика лекарственного хорошо помогает при фурункулезе, кожных сыпях и угрях. Столовую ложку измельченных корней одуванчика лекарственного заливают 1 стаканом горячей воды, кипятят на медленном огне 15 минут, охлаждают и процеживают. Пить настой следует в теплом виде по полстакана 3 раза в день за 15 минут до еды. Не болейте, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Здоровья вам!